О, слушайте, так мы начинаем. Астробой, Омега Фактор. Категория Burst. Estimate 30 минут. Еще раз всем поставившим удачи. Это у нас бегает Дракодан. Это VR-холдер игры. Some developments since this was last shown, including a full task of this category, which I've finished, which I will plug afterwards. But we got to do the run before any of that. So I am ready. If И мы you are начинаем ready, ран. then we can just get going. In 3, 2, 1, go. И 3, 2, 1, go! So, Astro Boy, this Воу. is a side-scrolling beat-em-up made by Treasure. Астробой — это сайд-скролл игра. И единственное, что вам надо знать про прохождение этой игры, то что здесь есть прокачка. И все, что нам нужно прокачивать, это лазер. Как только мы прокачаем лазер до максимального уровня, те файты станут максимально однообразными. Да, чтобы экономить время, точнее, единственный способ, как мы можем здесь сэкономить время, это знать, откуда будут появляться враги, и пытаться с помощью лазера, который бьет через всю карту, одновременно убивать всех врагов, чтобы пройти дальше. Да, и есть небольшой рандом с этим всем, то что мобы, враги могут появляться в разном порядке, и нам надо выжидать тайминг, когда точно все враги станут в одну линию, чтобы не тратить лишний раз время на анимацию лазера. Вот, лазер, про который как раз упоминал, мы его будем качать до самого-самого максимума. И у нас есть еще один прием, это шот. Его мы тоже будем качать, но только уже после лазера. То есть вы можете понять, то, что шот мы используем в тех случаях, если враги стоят не в линию, и лазер в тех случаях, если враги стоят в одном ряду. Is that there's a lot of auto-scroller segments in this game where you are flying, and the punch simply is not usable. Кстати, это абсолютно правда про один дома. Кто не видел ран, то очень рекомендую посмотреть. Это мемс компилейшн прям. Very quickly through any sets of enemies, pretty much. Whilst you are boosting, Astro is completely intangible. Да, вот этот вот буст — это основной способ нашего передвижения. Уничтожаем раба-паука-пчел. Рано расписывает, насколько буст — полезная механика, но думаю, вы сами все это видите, и проговаривать это нет никакой нужды. Мы двигаемся быстрее, можем быстрее сокращать дистанцию с врагами, и все, по сути. Используем лазер. Отлично. Качаем лазер дальше. Когда мы лазер докачаем до последнего уровня, то все пачки врагов, кроме боссов, будут умирать, по-моему, с одного лазера. Чуть не припомню, что кто-то умирал там дольше. Ну и вот вы видите то, что мы стоим в сейф-споте и спокойно спамим этот лазер. Да, и раннер как раз говорит то, что лазер мы будем максить в приоритете над всем, потому что он дает просто невероятный дамаг. Both because hard is extremely hard, like it's difficult to just finish the game on hard, regardless of if you're trying to go fast or not. You have virtually infinite super usage on easy mode, and being able to use supers liberally. На удивление, много кто узнает эту игру с чата Есы. Я, если честно, про нее ничего не знал до марафона.
Speaking about fast, we got a quick $10 donation by Cannonball.com. Эй. Let's go! Донаты. Thank you very much. Please keep $10. Great cause Желают donated удачи. for here. Говорят, давай. So first mini boss in this auto scroller is just 2 arm cannons. It's going to be down. И сейчас And будет just мини-босс. progressing Вот on. он. So again, when there's enemy waves, it's simply getting the waves off screen as soon as possible in order to load the next waves as soon as Здесь мы можем стрелять лазером немного даже за экран, чтобы убивать врагов до того, как они отобразятся на экране. How quickly that wave disappears. That's one of the anomaly waves of the game where, yeah, the game progress isn't affected by how quickly that wave dies. So here's the Кстати, да, здесь в чате если говорят то, что интересно, на эмуляторе ли он играет, или это прям консоль, потому что те раны на борде, они именно с эмулятора, насколько знаю. Кстати, нет, я что-то смотрел борду, и 2 рана есть, 3 рана даже на оригинальной консоли. Очередной файт с лазером. То есть все разнообразие после появления лазера, оно, в принципе, улетучивается в игре. Что-то новое мы не увидим. Three punches as soon as this starts, and an arm cannon is going to tear through this very quickly. And we're going to get another И upgrade мы point from finding убиваем a character. какую-то шину с лошадью и какими-то еще другими животными. 3 удара это надо было там нанести. И здесь темный уровень. Ну, раннер знает, куда идти, так что... Этот лабиринт не оказывается чем-то сложным. Уровень приятный в плане того, что нам за него дают очко прокачки, и мы дальше качаем лазер. So we're going to come across some huge mechs here, but 1 punch and an arm cannon at this upgrade level will take care of them. Because it's going to be 4 are going to drop on me here, but I can boost through them to not get knocked back, because again, you are intangible and invincible whilst you are boosting. Вот, враги стоят в одну линию, и мы уничтожаем их. This is one of my least favorite screens in the game, just because of the way the enemies move, and there's an optional upgrade which I want to collect, but it's very easy to miss here, because you need to hit a specific part of the wall. Thankfully, the enemies were very cooperative with where they spawned there, so I could just overlap all of that and get this optional upgrade point. Сколько боссов в этой игре? Помню то, что как на финальном стейдже будет 5 уровней, там каждый уровень будет охранять босс. Ну и где-то еще столько же по мере всей игры. То есть около 10 боссов будет в общей сложности. That's like the last frame before I would have taken damage to the enemy falling on me, so that was nice. There's only a short frame. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, очень повезло. Он ударил прям в последний фрейм перед тем, как получить урон. Круто. He's always going to start the fight by cycling through the 4 animal forms he has. So this is either going to be bird or fish. У этого босса есть 4 формы животных, в которые он может превращаться, и нам надо его бить определенным образом, чтобы ввести его в цикл и наносить максимальное количество урона. And if the arm cannon is mistimed, you won't get all the damage to prevent it from going under. And didn't get any additional line transformation. That's really good. The line transformation always loses a bit of time because it has a bit of invulnerability. Мы могли видеть то, что там снизу есть такие круги красные, это как раз здоровье боссов. И мы начинаем качать шот. Хотя странно, почему он не добил лазер. Видимо, здесь будет такой уровень, где враги будут стоять порознь. There is a story to this game, but I'm not going to try to bother to keep up with explaining it because it is very, very convoluted and also involves time travel and changing timelines. Да, вот он как раз говорит то, что враги стоят в абсолютно разных позициях, поэтому шот и нужен. Ну хорошо. Раннеру виднее, с этим спорить как-то даже бессмысленно.
since it's just easier to take care of the enemies that way. So I don't have any points in jet, so I'm gonna have to just manually jump again here. I'm gonna pause buffer here just to make sure I don't miss this enemy, since С помощью паузы мы делаем баффер. Это такая механика, которая позволяет чуть-чуть вперед продвигать персонажа во время паузы. So that they all spawn at the same rough spot. That was discovered by Sonic Star, another great runner of this game, a great passer in general. Also, a slight optimization I'm going to be using in certain spots as well is that for enemies that are too weak to warrant using здесь идет оптимизация настолько, что использовать слайд чуть-чуть быстрее для того, чтобы подвинуть астробоя к врагу, потом ударить врага и вернуться обратно, чем просто ждать, пока враг подойдет сам. И, ну, то есть оптимизация прям реально на секунду или даже чуть меньше. You instead want to cancel the combo after the third hit with a boost and then restart a new combo simply because the animation is faster. По итогу, кстати, как раз два единственных апгрейда, которые мы будем качать, это лазер и шот. Дальше мы будем качать лазер. So this room is a little like the darkened room in the second stage in that the reason you can't see freely is because Astro doesn't have enough points in the hypersensor. Здесь у нас такой же тип уровня, как там, где мы ходили во тьме. Здесь тоже очень плохо различаемо, где мы. Но из-за того, что мы знаем, куда идти, каких-то проблем, опять же, с этим не будет. Да, и вот из-за этих эффектов игра немного даже теряет FPS. So by getting that upgrade point, you are getting a slight power boost, and you are making that section take half the time it normally would, which is like, I have no idea why it works like that, but it does. So we're gonna have 6 enemies at random spawn points here. Not the friendliest start, but if we can have... Okay, that's a good spot to end. Except I'm gonna need to wait for... Ой, хороший спот. That's fine. То, насколько хороший спот у врагов, там считалось именно по колоннам. Надо было бы возвращаться за колонну или нет. You move faster up it than you're supposed to. I assume it's because the game can't force you to move in the direction you're trying to go, so it applies your speed vertically instead. It's a bit weird. It's not exactly a glitch, but this game really doesn't have any glitches or skips. It's the closest you get to having a glitch in this game. So we'll see it here. You just like move very quickly up a slope like that. So coming into Atlas here, just going to start with 2 arm cannons. He's going to fire a huge laser at me. Еще один босс. Ну, как вы понимаете, боссы все уничтожаются при помощи лазера. So you just ignore it. Phase 2, I move him physically into a specific position to start, so that when he boosts through me, he'll end up in the position he started in. Когда босс окружился каким-то силовым полем, мы двигали его в специальную позицию, чтобы забайтить его на специальные действия, и чтобы нам было максимально комфортно с ним сражаться, собственно говоря. Все. Мы докачали лазер, и у врагов не останется никаких шансов. The victim of a terrorist attack of a human terrorist group that doesn't like robots, and like I say, this game has a plot, but it's best to not try and wrap your head around it while you're actually doing a speedrun of the game. It's it's not worth trying to do. So we're going to come into another extended auto-scroller here. All you need to know is that platforms on the left are bad, platforms on the right are good, and they're completely random and I can't control them. If they appear on the left, it's better for them to be lower down, but I want to see as many platforms on the right as I can. Нам хочется видеть как можно больше платформ, идущих слева направо, потому что нам быстрее их убивать. То есть платформы, которые идут справа налево, им надо еще дойти до руки астробоя, из которой идет луч. Потом они начнут погибать. Снова лазер.
And happy И birthday from зачитываю ESA донаты. as well. Thank you guys very much. Alright, so not a entirely boring auto-scroller section here, but it is still an auto-scroller section. We've discovered that there is a nuclear tank that is heading to the Antarctic conference, so now we need to go back and intercept it, and that's going to be the stage 4 boss. So few enemy waves going to be coming up here. Okay, that's pretty good for that wave. That's surprisingly difficult to dispatch that wave in a relatively fast fashion. Didn't get hit by that enemy. That is very good. Two reds Здесь, there. опять же, Gonna be нам three blue хочется enemies видеть from the больше bottom here. врагов, которые Three оказываются top. перед нашим лицом, Like a lot, потому что this is what all of the быстрее auto-scroll наносится sections in урон. this game look like. It's just you always know where enemies are going to be coming from, so it's just dispatching them as efficiently as possible as they come on. The task like maximizes this by just killing everything on the first possible frame. Он говорит то, что в этой игре есть тассы, которые максимально эффективно уничтожают врагов, которые появляются не в рандомных местах. Pay attention to whether that happens while I was making the task. It might do though, so that might be a fun game to play while you're viewing it. So one big platform here, this warrants an arm cannon usage because even a full arm cannon doesn't kill this, so definitely need the DPS. So here is the nuclear tank, this is Caribs, and I'm going to start by getting close so that I can actually damage it, because you can't damage targets. И мы сейчас подходим максимально близко к врагу, чтобы максимизировать урон. Вот снизу здоровый босс. Ой-ой-ой-ой-ой. Слишком быстро развернул астробой раннер, но это всего лишь плюс 3-4 секунды. Мы сейчас забежали специально за одного из этих агентов, людей в пальто, чтобы использовать лазер. Да, и все действия в игре — это не какие-то большие скипы, это именно больше оптимизация на движение, то есть уничтожить врага, как только он появился, что-то вот в этом духе. Something that I'm exploiting here as well is that I mentioned the boost gives you intangibility. A consequence of that is that you can move through enemies, but once you become solid again, Astro and an enemy cannot occupy the same space, so something has to move. And in most cases, it's an enemy that needs to move. If you're like against the screen border, you will snap an enemy into the screen like that. So you can exploit this to get right to the edge of the screen, turn around, and use a screen-wide attack to kill an entire wave of enemies very quickly. That's something that's very exploitable. Again, it's not really a glitch, but it's definitely an exploit. So more auto-scroller action. This is probably the most interesting auto-scroller of the bunch. It's probably the most technical to get right. Going to be taking damage at specific intervals to try and make sure that I can be doing early damage to enemies as soon as they're available, like that. Very nice wave there. Здесь очередной сайд-скролл, где надо наносить урон, где врагам, которые, как только они появляются, как только возможно это сделать. Ой, и вот здесь вот нам надо байтить врагов на то, чтобы они становились в одну линию, и уничтожать их за один раз сразу нескольких. But now the narwhals, I believe is the cannon name that come on screen there, it does matter how quickly you kill those. Same with the ones that are on screen right now, except those are random locations, so sometimes you can't always get in line to shoot them quickly, which is a little unfortunate, but doesn't make a huge difference. Okay, that's fine. So now these spike balls are always going to detonate once you're within a certain proximity of them, so I'm going to use some specific movement to just detonate them as quickly as I can. Start the next wave. 2 platforms. I try and get them closer to the bottom of the screen since they leave the screen slightly sooner.
Ой, здесь даже оптимизация идет настолько жесткая, что мы пытаемся врагов опустить, пока они еще живы, как можно ниже к платформе, для того, чтобы они быстрее исчезли с экрана. Ну, то есть, вот какой здесь уровень игры. That's the worst one, since it barely stays out. Hopefully this arm cannon will end it. Okay, that's fine. Didn't get amazing RNG, but didn't get awful RNG there either. So I'm gonna boost forward here, one finger laser. У этого босса есть как хороший рандом, так и очень плохой. Нам выпало что-то среднее. So now for these enemy waves, you cannot see where these enemies are spawning because of the foreground layer. They're gonna spawn randomly from the left and right sides. So I'm just going to wait for all of them to come on screen. There's 6 at a time. And then boost to the side of the screen and just use the same tactic of using a screen-wide attack to clear them at the same time. Same idea here, except I'm going to use a damage boost to set up the timing on the green enemies. That's fine, that's enough time for all of them to spawn down. Сейчас, минуту. One more set of enemies here. Okay, take a damage boost, and that'll be fine. Извиняюсь, у меня небольшие технические неполадки были. И приходим к еще одному боссу. Ну, как вы понимаете, никаких здесь откровений не будет. Здесь тоже тот же все знакомый нам лазер, который аннигилирует босса. И сейчас будет что-то типа босс Раша уже. Раннер говорит про то, что здесь какой-то очень интересный сюжет в игре. Это уже сами решайте, верите ему или нет. Random mooks that can spawn here, these little shield guys, they can put up their shields, and it completely blocks all incoming damage. They are completely invulnerable to damage while the shield is up. Враги с щитами, они могут выставить щит перед собой, собственно говоря, и полностью блокировать любой урон входящий. Поэтому надо действовать очень осторожно, если можно так выразиться. Вот, да, он выставил их всех в линию, и лазер делает свое дело. Да, вот эти колеса, которые скатывались с горок, они обладают таким свойством, что если астробой столкнется с ними, то он упадет назад. У этого босса очень много разных атак. И мы... Так, лазер. Все, хорошо. Wastes a lot of time as he becomes completely invincible during it. But whilst his red attack is still going on, he can't use a different kind of color. Атаки различаются по цветам, но нам все нормально выпало. И мы сейчас отправляемся в еще какой-то таймлайн по сюжету. Но все, что вам надо знать про таймлайн Астробоя Омега Фактора, это то, что лазер везде силен. And this laser is not going to hit me. Selective intangibility during the arm cannon. I can just burst through him. Now we have Denko, the invisible robot. This is supposed to be a very long and drawn-out fight. And I haven't really used the shot yet. I've said it's a very important stat, but I haven't used it. Еще 4... Ой, ну, 3 уровня включает состав. Здесь тоже рандомный файт. Мы сначала наносим несколько ударов руками, потом лазер, потом пулемет, потом лазер. Ну и
Если все идет хорошо, то мы убиваем его, условно говоря, за один раз. Здесь роботиц какой-то. Он сначала будет прыгать из стороны в сторону, потом делать колесом, и после этого мы можем наносить дамаг. One punch to make sure that the damage is going to line up properly by the end of the fight. Здесь какая-то страта есть с тем, что надо обязательно посреди комбо лазеров и пулеметов ударить босса рукой, чтобы дальнейший урон точно прошел. Да, и мы достигли уже максимума в боевом потенциале астробоем. И здесь такой босс, которым нам надо посмотреть, что он будет делать после нашей первой атаки. Нам надо застанлочить босса. Здесь радар потерял пару секунд из-за того, какую атаку сделал босс. Призвал кита. Это одна из 3 атак была, которая, собственно говоря, была не очень удачной. И это финальный босс уже. Слушайте, ну нет, не мировой рекорд. Мы ставим сейфпоинт под боссом, где он не достает своим лазером. И потом мы отходим на нужное расстояние, чтобы он дал нам атаку. И сейчас вот уже совсем скоро будет время. И... Ну, время. Беливеры. Ну, поздравляю вас. And then there's a few, you discover another character, I've got another upgrade point, you get a few more cutscenes, and then the world ends completely. And it's like, oh, bad end. And then you get resurrected, and then you start the time traveling stuff. And again, don't try and follow the storyline. That's the only rule. Don't try and follow the plot, except when you're playing casually, which you should. It's a great game. Thank you all very much, ESA. Раднер уже не первый раз говорит то, что в этой игре какой-то великолепный сюжет. И... на него стоит обратить внимание. И поздравляю Раднера с днем рождения. Yeah, if anyone wants to learn this game, there is a Discord server, like, every other game. Not super active, but always love helping new runners. This is a surprisingly easy game to just get into. It's not very punishing at all, and yeah, it's pretty lenient. It's a lot of fun, it's very smooth. So, once again, thank you all very much. I will let you all get set up for the next game. And I will catch you all later. Shoutout, right? Like the TAS? Oh yeah, watch the TAS, it's good. TASvideos.org, or like my YouTube channel and the TAS Videos YouTube channel. Just search Astro Boy TAS and it'll come right up. And it's really, really, really fast. It's like, what was that? 2640. Yeah, it's about like 4 minutes faster than that. 4.5 minutes faster than that. Which... говорит, что TAS на 4,5 минуты быстрее, чем его результат. Говорит, что это очень быстро. Так, а у нас тем временем следующая игра Super Mario Land 2.